Всем привет, я Антон Миранчук. Сегодня я вам покажу немножко своей реабилитации в Германии. Погнали! Здорово, Серега. Ничего, нормально, Серег. Готов. Как после вчерашнего? Отлично, все нормально. Ничего не болит? Не, Чего, осталось неделя? да не говори, да. Ну знаешь, кто мне этот? Не помню, кто мне, типа неделя, типа, да, вроде должно быть уже типа такое настроение, надо, блин, ну все, ну неделя самая вот это долгая для меня. Ladies and gentlemen, today I'm in Düsseldorf for meet a professional football player during his rehab. Who it is, you will find out in a moment. It's time for us Let's to go. start talking the real, man. We've been sugarcoating too much. We've got to start calling everything out for what it is. Start talking the real. Yes, you're going to have people turn their backs, but it's time for us to keep it real. Just keep talking that real, bro. Do what you do. I know what you do, so keep doing that. Talk the real. Talk the things then. The GP will see you now. Hey, I seen it all before. I heard chat that they all adore. 1 week looking like they all aboard. Next day they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too grown for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gaff cuz. Took the wife and there's a rotty that's peak. Add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you. Hey Anton, how are you? Alles good. Alles good? Ah, yes. We can talk in Russian if you like. Окей, хорошо, да, договорились. Okay. Do you like Germany? Ты знаешь, я считаю, что для всего нужна адаптация, и Германия это не исключение. Мне понадобилось какое-то время, особенно когда я познакомился здесь все больше с людьми. И, конечно, мне нравится и город, и сама Германия, и люди здесь, поэтому все очень нравится. Okay. Anton, I'll show you my Russian words. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Yeah. Okay. Anton, why are you here? О, это длинная история. Мы можем здесь на час задержаться. Здесь на реабилитации, так как у меня сейчас травма, если вкратце это все. Since when are you here? С сентября, будем считать, что с 1 сентября. Да, с 1 сентября. Yeah. I heard you plan to be 1 week and now we are Christmas. Это правда, да. Сначала все было изначально предполагалось на 1 неделю, но потом планы изменились. Я считаю, что это хорошо, что когда спортсмен приезжает на реабилитацию и проводит здесь все свое время, поэтому, чтобы не изменять там ни врачей, ни физиотерапевтов, а здесь они меня все знают, и под их наблюдением я провожу свою реабилитацию, и поэтому, так скажем, немножко задержалась, но я даже в душе где-то рад, даже больше спокойней, потому что, как я уже сказал, что лучше остаться здесь подольше и пройти уже до конца, и выздороветь, и приехать в Россию уже и начать тренироваться с общей группой. Why did you come especially here in Düsseldorf? Сюда я приехал, потому что я уже знал до этого Сергея, Альдо и Виталию, поэтому я знаю, в принципе, на что они способны и что они могут поставить любого спортсмена на ноги. Поэтому я доверился им и приехал сюда к ним. When did you... Подожди. Давай я буду говорить по-русски, а ты будешь говорить по-немецки. Так будет нам комфортно. Okay. Согласен? Let's do it. Sehr gut. Anton, wann hast du diese Jungs kennengelernt? Hier diesen Russen, diesen einen Russen, den Italiener. Erzähl mal, wann hast du die kennengelernt? Это было 1,5 или 2 года назад.
Я приезжал сюда, в Дюссельдорф, у меня была операция, потом я проходил, естественно, встретил всех ребят, Альдо, Виталию, Серегу, проходил реабилитацию здесь. И поэтому я приехал сюда еще раз, потому что я верю в то, что они могут помочь мне в этом. Поэтому я здесь. Wie ist denn die Atmosphäre zwischen euch dreien, vieren, fünf? Потрясающе, как только я приехал здесь, потому что до этого, когда я был здесь 1,5-2 года назад, я работал только с Альдо, а сейчас я познакомился ближе с Виталием, и он еще и говорит по-русски, и то есть это нас сблизило, и, конечно, это очень классно, когда кто-то тебя понимает так, как ты хочешь этого, потому что английский мой не самый лучший. Поэтому здесь у нас очень позитивная атмосфера, мы смеемся и при этом понимаем, когда можно посмеяться, когда можно поработать. Поэтому это еще один момент, почему я здесь. Anton hat vorhin auch schon deinen Namen erwähnt. Wer bist du und was machst du? So my name is Sergey. I am the owner and director of Medicare. What we do is we organize treatment from patients from abroad who are willing to come to Germany to get medical treatment. Wie und wo hast du Anton kennengelernt? Yeah, that's cool because I met Anton already 2 years ago. He came here to get a surgery. It was especially when he came here, Lokomotive Moscow, his team, was playing in Champions League against Bayer Leverkusen. And yeah, he came here for a surgery. We did a surgery. We had a good relationship first days, and after 6 months, he came back with, like Aldo already said, for a rehab. He was here 2 or 3 weeks, and then 3 months ago, he contacted me because he had these problems, and then he came here. Okay. Wie hast du denn Antons Karriere verfolgt? I watched almost every game of him, and at the end of the year, of last year's season, they played in Champions League Bayern, they played in Champions League Atletico. He scored against Bayern. He scored against Atletico. The home fans are praying that he does! And so it was in my living room, it was crazy. I saw him scoring against Bayern and I went crazy, really. But it was a feeling when he scored, I don't know, if I scored by myself. Yeah. Nice. Then he started scoring for national team at the end of 2020. He had a very good time, and suddenly in the beginning of the year, I was in contact with him, and he said, "Yeah, I have some problems here," and he was playing 1 game, 2 games out, playing 1 game, 2 games out, and that's where I saw that he has some problems because as a player, he's fantastic. Wie ist denn Anton außerhalb des Feldes? I would describe him as a very, very reflective person. So he's the kind of person who they think something and then they put it in words after they think about it. Mm-hmm. So he's maybe at the beginning you have the impression that he's a very little bit distant Mm-hmm. to the other person, but when you get to know him, he's a great guy. So we went a couple of times to have dinner here in Düsseldorf and everything. He's a great guy. I think we'll stay in contact to the rest of our lives. Okay. Wer ist denn in eurem Dream Team der lustigste? Ну, на самом деле, если бы вы все это знали, тут очевидный ответ. Наверное, это Альдо, я бы сказал. Это просто нереальный чувак. Он всегда на позитиве. И тут, наверное, сложно что-то придумать и сказать. У меня, наверное, один четкий ответ – это Альдо.
So, jetzt werden wir wieder ernst. Du bist ja nicht aus Spaß hier. Wie fühlst du dich? Wie ist mit deiner Verletzung? Du fliegst auch bald wieder zurück. Und wie ist gerade so der aktuelle Zustand? На самом деле, да, я сразу понимал, когда ехал сюда, что это большие сроки. И, в принципе, нужно будет подготовить себя больше, наверное, эмоционально, пройти через это. И непростой момент в моей карьере, но я считаю, что это никак не остановит меня, это больше даже мотивирует меня. Я уже очень сильно соскучился по футболу. Здесь я понял, наверное, что без этого я не могу жить, и очень скучаю по этому. И сейчас я чувствую себя лучше, и я рад, что, в принципе, мы идем в те сроки, которые мне изначально были обговорены. Поэтому я надеюсь, что я вернусь уже назад в Москву, уже здоровым, и приступлю к тренировкам в общей группе. Tell me a little bit about you, who you are, and something like this. I'm Aldo Vetere. I'm the owner and CEO of Vetere Sports Therapy. This is my little town, my rehabilitation center. I started working straight in the sports business for a soccer team for Fortuna Düsseldorf. And then I started my career. After 2-3 years, I got the honor to work for the Klitschko brothers, the heavyweight champion of the world. When did you meet Anton the first time? I met him the first time was 1.5 years ago. He got injured with his ankle or his foot, the toe. He got a surgery. Then he got here like for 2 or 3 weeks on rehabilitation. Everything went well, and since then on, a connection started. Aldo, in welchem Zustand kam denn Anton zu dir? Anton, he got here. He had a lot of pain, especially in the pubis area where the inflammation was diagnosed after X-ray, MRI, and everything. And he had a lot of pain in the adductors. Yeah, and he couldn't barely move on the pitch. Hattest du Bedenken bezüglich seiner Reha? Yes, I had. In the beginning, it was very difficult. When we saw him, we did a lot of tests. And we recognized that the inflammation, it's very chronic, and the injury he had wasn't only the inflammation, he had an injury about the tendon. It's very tricky, you know, the percentage of the healing process was 50-50. So we decided to get for the conservative way. Und wie ist sein aktueller Zustand jetzt? We had a very successful result. 3 weeks ago. The healing process is very boosted, like he's almost done. Ist das immer die Behandlung so chillig hier? Du bist am Massieren, er ist mit seinem Handy, und ist das immer so? Yeah, he needs to relax. I mean, you can call it chilly. I think it's just a relaxing mood that he needs to calm down. You know, it's a very intimate area. We're spending a lot of time in the treatment, and he tells me, of course, stuff that nobody else knows. So you have to be there, surround himself with in positive vibes, in a good mood, and let him relax. That's the most important thing. Guck mal, der hört uns jetzt nicht zu, weil er mit seinem Handy beschäftigt ist. So. Wie ist er so privat? Ah, nice guy. Actually, gangster. No. No, he's actually a very nice guy, friendly, and like I said, he's intelligent. Yeah. He's smart and he's willing. You know, he's very disciplined, and that's what I like. Not only me, the whole entire team here. That because he's hungry. Worauf freust du dich am meisten? Auf deine Mitspieler? Freust du dich wieder in Russland zu sein? Я думаю, что просто можно много о чем говорить, но, наверное, просто выйти на футбольное поле со своими партнерами по команде, это начать делать первые шаги после реабилитации на поле. Естественно, это
самые лучшие чувства, это когда ты забиваешь гол или отдаешь передачу. Ну, то есть это тяжело с чем-то сравнить и объяснить. То есть это надо чувствовать. Думаю, что больше всего по таким моментам. Dog or cats? Dog, Tea or coffee? coffee, Summer or winter? summer, Sing or dancing? dancing, Comedy or drama? comedy, Mercedes or BMW? Mercedes. Du hast ja eine Freundin, ist sie auch hier? Wie oft seht ihr euch? Oder ist sie in Russland geblieben? Но вот 3 месяца, за 3 месяца она постоянно была со мной, за исключением одного раза она улетала в Россию, ей нужно было там, нам нужно было решить один вопрос, и потом она прилетела, в принципе, со мной все это время, и тоже я так уже начинаю замечать, что мы начинаем скучать по России и по дому, поэтому 3 месяца это все-таки большой срок, но мы здесь, у нас есть здесь цель. Warst du schon mal hier in der Altstadt? Да, конечно, был. На самом деле, вот, ну, похож такой вот на очень красивый. Мы, в принципе, много где погуляли за 3 месяца. Много очень, мне то, что нравится, это много прудов. В принципе, набережная красивая очень. И вообще так есть где разгуляться, погулять. Так очень достаточно много природы в этом, поэтому очень нравится и очень так по-европейски, так скажем, да. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, all set. Ladies and Gentlemen, gestern noch in Düsseldorf und heute sind wir in Pulheim. Wir haben einen Termin bei Auto Sports Labs. Was sie genau machen, das erfahren wir jetzt. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du? Ja, mein Name ist Hauke Dewitz. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und seit Jahren im Bereich der klinischen Bewegungsanalyse tätig und habe jetzt hier mit dem Auto Sports Lab in Pulheim einen meiner Träume erfüllt, dass man halt einfach nah mit den Ärzten zusammen Bewegungsanalyse nutzen, leben und erleben kann. Hauke, hier sieht es aus wie in einer NASA-Station. Was genau macht ihr hier? Ja, wir machen hier Bewegungsanalyse bzw. funktionelle Diagnostik, um halt herauszufinden, ob irgendwo Beschwerden am Bewegungsapparat sind. Was ist denn das genaue Ziel bei der funktionellen Diagnostik bei Anton? Bei Anton haben wir im ersten Schritt eine Eingangsdiagnostik aufgrund seiner Beschwerden gehabt, die ärztlich eingeleitet wurde. Das heißt, erstmal ärztlich untersucht. Alles, was strukturell aufgefällig ist, wird natürlich berücksichtigt und dann heißt es, okay, jetzt machen wir eine bewegungs- und funktionelle Diagnostik, um herauszufinden, wo sind seine Defizite, die vielleicht einfach zu den Beschwerden führen können, dass es halt einfach lange nicht besser wird. Da konnten wir einige Sachen wie zum Beispiel Kraftdefizite im Bereich der Hüftmuskulatur, aber auch der Rumpfmuskulatur feststellen. Diese Defizite zeigen sich dann halt auch sogar bei in seinem Fall im Bewegungsmuster, auch im Belastungsmuster und in der Muskelansteuerung, sodass es insgesamt nachher ein Interventionspaket gab mit Sachen, an denen gearbeitet werden musste. Das hat in dem Fall beim Anton die Therapie von Aldo Vetere übernommen, mit der kooperieren wir seit Jahren. Und heute ist der Tag des Retestes, das heißt, Anton kommt wieder und möchte eigentlich von uns einen grünen Haken an die ganze Kiste haben. Es geht ihm deutlich besser, das ist schon mal der erste Schritt. Jetzt heißt es natürlich, anhand von der Diagnostik festzustellen, wo ist alles gut, wo ist alles in Ordnung und woran kann er im weiteren Verlauf noch arbeiten, auch wenn er nicht mehr jeden Tag zur Therapie gehen muss. Kannst du auch schon sagen, ob und wo man schon Verbesserungen sehen kann? Ja, auf jeden Fall. Das Erste, was man sofort sieht, ist, dass sich die Kraftfähigkeiten verbessern. Auch das, was ich schon gesagt habe mit Schmerz. Beim letzten Mal in der Eingangsuntersuchung hat er in einigen Tests Schmerzen beschrieben. Die hat er heute nicht wiedergegeben. Die Muskelansteuerung sieht auf den ersten Blick schon viel symmetrisch physiologischer aus und auch das Bewegungsverhalten zeigt eigentlich, dass er funktionell eine bessere Stabilität hat. Jetzt heißt es natürlich noch, die ganzen Daten auswerten und den Abschlussbefund zu machen, um zu sagen, okay, ist es denn in den harten Parametern auch wirklich so? Unser erster Eindruck, ja. Hauke, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich habe jetzt den nächsten Arzttermin. Ich muss Zeitdruck. Okay. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Yeah, welcome to Ortho Sports Lab here in Pulheim. My name is Niels Haupt. I'm one of the doctors here in the office to take care of patients. Nils, arbeitest du mit vielen Profisportlern zusammen? Well, here in Ortho Sports Lab, we have a lot of professional players, soccer, basketball, hockey, whatever. So yes, boxers, we do have a lot of professional sportsmen. Hatte Anton eine ernsthafte Verletzung?
For a soccer player, yes, he definitely had an injury that is very, very concerning for him, yes. Wie seid ihr an die Sache rangegangen? Well, first of all, there was an intense examination here in our office. We checked his entire orthopedic status, we checked his pelvis, we checked everything that we needed to do in order to see what we can do for him to get him better. So after reviewing the MRIs and the thorough examination, we started our therapy here in the office, which basically consisted of shockwave therapy, of magnet field therapy, injections with PRP, and an intense functional diagnostic, which you already watched in our functional lab to improve him. It's хорошо. It's хорошо, yes. Thank you very much. You're very welcome. Gibt es irgendwie vor den Spielen so einen Song, was du hörst, um dich irgendwie zu fokussieren, sich darauf vorzubereiten? В целом нет. Вот просто какой плейлист у меня есть, что любимые какие треки есть, то и слушаю. Такого прям, чтобы под определенную музыку настраиваться, нет, такого нет. Fußball ist ja irgendwie dein Leben, ne? Aber was machst du so privat? So? Welche Sachen interessieren dich? Ich sehe, modisch bist du gut unterwegs, aber was machst du so im Privatleben? В основном нравится все, что связано вот с этой вот культурой, да, это какие-то модные вещи, то есть нравится покупать какие-то модные вещи, одеваться как-то стильно. Нравится играть в большой теннис, если мы говорим про хобби. А так в основном это тренироваться в зале сам люблю. А так в основном проводить время с семьей, с друзьями, это лучший отдых и лучшее хобби, которое может быть. Familie ist ein sehr gutes Stichwort. Du hast ja noch einen Zwillingsbruder. Er spielt ja auch Fußball, mega gut. Wer ist denn der bessere Fußballer? Ну, это постоянный вопрос, самый частый, наверное, который я могу встретить. У нас, в принципе, всегда так было, что карьера сначала, допустим, Леша заиграл в премьер-лиге, потом я, потом где-то я вырвался, где-то Леша догонял меня. И у нас так все время идет каждый момент, где мы друг за другом идем и тем самым развиваемся. Okay, let's go. Red or green? Green. Old school or new school rap? New school. Superman or Batman? Superman. Cinema or TV? TV. Netflix or Amazon? Netflix. Money or love? Love. Yes, we got it. Son of a gangster. Hey, reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in soul. I'm a real one, check my fabric. Hey, I said reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in soul. I'm a real one, check my fabric. Look at my fabric, out of this atlas, I point way up. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder zurück und zwar jetzt auf dem Platz, wie man sehen kann. Wir schauen jetzt Anton über die Schulter und mich interessiert, wer dieser Typ ist neben Anton. Kommt einfach mal mit. Hi, hallo. Привет. Привет. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du? Меня зовут Виталий, мне 40 лет и по профессии я спортивный терапевт. Welche Rolle spielst du oder hast du bei der Reha oder in der Reha? Роль в реабилитационном центре у меня такова. Я занимаюсь медицинской терапией, спортивной терапией, также тренировкой по атлетике и персональными тренировками для спортсменов. Was hatte Anton für ein Fitnesslevel, als er zu euch kam? Когда он к нам приехал, он был немножко морально подавлен из-за его ситуации, потому что на протяжении 9 месяцев у него были боли, и его травма не позволяла ему находиться на поле, играть. Вот. И с этой проблематикой он приехал к нам в центр. Ja, wenn wir uns ihn jetzt angucken, ne, ist er, glaube ich, ist ein anderer Mensch, oder? Да, он кардинально изменился. Мотивация зашкаливает, его не вытащить из зала, тем более не вытянуть из футбольного поля. Он как можно скорее хочет прийти к игровой ситуации, прийти к тренировкам с командой. Ну и вот это вот все, конечно, стимулирует его. Wie sagt man Danke auf Russisch? Спасибо. Спасибо.
Viel Spaß noch beim Training. All of the L's I took or lessons I learned. Success, it gotta be earned. Tell me why they sleeping on me. On me. Oh, tell me why they sleeping on me.